Всем привет! Вы на канале Куратив, и в этом видео я покажу, как запекать карты с high poly в low poly, а также с какими ошибками можно столкнуться, когда запекаешь карты. Начнем! Для начала открою модель Cinema 4D, где уже смоделирована low poly модель, и для примера буду использовать голову орка. Первое, что я сделаю, это проверяю модель на ошибки, нет ли там пересекающих полигонов или обратных. Если при запекании будут пересекающие полигоны, то в тех местах, где есть пересечения, будут дефекты, так что будьте внимательны. Вроде все отлично. Теперь сделаем этой головы экспорт. Ставим галочку, чтобы экспортнулась только выделенная модель. Далее перехожу в программу Rhizome UV. Это программа для создания развертки. Загружу сюда модель головы. Для Substance Painter обязательно нужна развертка. Без нее программа не загрузит модель. Поставлю выделение граней до середины. Также отделю уши. Нажму сюда для разреза. Цвет стал оранжевый, значит разрезалось. Нажму Fill и Free, для того, чтобы полигоны, где есть отверстия, не пересекались. Это тоже очень важный момент. Нажимаю на Unfold, и все разворачивается автоматически. Осмотрим развертку на ошибки. Вроде все выглядит нормально. Сохраню. Перейду в ZBrush. Вы можете использовать любую другую программу для скульптинга. Сделаем импорт модель с разверткой. Нажимаем на Edit, чтобы начать скульптить. Включу перспективу. И во вкладке геометрии увеличу полигоны. Теперь можно скульптить и добавлять различные детали. Здесь поставлю ускоренный режим. Если вы хотите уроки по ZBrush, то напишите это в комментарии. Также поставьте лайк этому видео. И посмотрите мои предыдущие уроки. И не забудьте подписаться на канал. После того, как закончили high poly модель, нужно сделать его экспорт. Далее экспортирую low poly модель. Ставлю это на 1, чтобы снизить полигоны. И экспортирую. Перехожу в Cinema 4D. Удаляю старую модель головы без развертки. И добавлю low poly модель, которая экспортнулась из ZBrush. Переименую и удалю материал. Создам для всех ID материал, так как она понадобится для запекания. Далее добавлю high poly модель головы. Удалю у нее материал и переименую как low poly головы. Только за место low напишу high. Потом в Substance покажу, зачем мы это сделали. Так как остальные части не имеют high poly модели, просто скопирую их и переименую. Удалим у них материал. Выделю все low poly модели и сделаю экспорт FBX. Также выделю high poly модели и сделаю экспорт.
Перейду в Substance и создам проект. Поставлю 4К и выберу Low Poly модель. В моем Substance происходит ошибка при запекании карты ID. Чтобы этой ошибки не было, я запекаю карту ID отдельно от остальных. Сначала ID, а потом другие. Уберу все, кроме ID, и поставлю 4К. Так как я использовал материал, нужно ставить материал. Запекаем. Теперь перейдем ко всем остальным картам. Выделю все, кроме ID. Это у нас ширина растягивания крайних пикселей. Apple Diffusion – заполнение градиентных цветом свободного пространства между текстурками. Average Normals – это алгоритм усредненных нормалей при запекании. Не всегда стоит отключать. Один из вариантов, если запечь карты и с ним, и без него, и посмотреть, что лучше смотрится. Лучший вариант – это смешать эти два нормала. Для этого варианта нужен отдельный урок. Добавлю High Poly модель. Поставлю здесь Mesh Name. Помните, что мы отделяли High Poly от Low Poly в названиях. С помощью этих суффиксов программа понимает, что есть что. Поставлю антиальязинг и нажимаю на запекание. Надеюсь, ролик вам понравился. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть еще больше новых видео. Также поддержите канал донатом. Ссылки в описании. Всем спасибо и пока.